Всем привет! Начинаем стрим. Итак, у нас тут коммент. Куда-то добавить этот виджет. Погнали его добавлять. В прошлый раз ставили. Нужно создать какой-то vertical box, horizontal box или что-нибудь, куда мы его добавим. Его отпозиционируем, сделаем его, чтобы он растягивался полностью и получал всю свою область. Снизу, так сказать, там вот эту вот часть. Всю нижнюю он получал. Бац, мы его добавили. И вот он все получил. Все, что надо снизу. Это у нас шапочка. Вот этот horizontal box. Давайте его обернем vertical box. Vertical box. И знаете, что мы сделаем? Мы просто его добавим сюда. Или это будет не очень? Или это будет не очень? Надо еще какой-то... Только я не знаю, какой. Horizontal box. Ну, horizontal рядом мы ничего еще не сделаем. Можно просто border. Тоже, наверное, некрасиво. Верлей можно какой-нибудь добавить. Button play. Вот ты. Button. Button play. То, чтобы это, конечно, важно, то, что мы именно сюда добавим, но... Давайте vertical box сюда добавим. Сделаем его fill. Подожди. Wait, вот. Тогда нам надо его растянуть. И вот так сделать. И в таком случае уже этот товарищ отступает по паддингам стопа на десяточку где-то. Может даже на 0,12. А вот этот товарищ уже занимает всю оставшуюся. И, соответственно, тот мы растягиваем полностью. То есть мы с ним работаем, и он сам подстроит его. То есть тоже канва. И он здесь будет находиться. Вроде как должно быть. Должно быть хорошо. Просто vertical box его назовем. Скопируем и пойдем сюда. Мета создадим. Object pointer u vertical box. Здесь его добавим. И vertical box. Оки-доки. Ага. Есть. И вжух. И здесь его делаем. Соответственно, if vertical box add the child button play widget. Play widget. Так как мы его туда добавляем,
В принципе, он все там содержит. Дело в том, что... Дело в том, что он там всех содержит. Виджеты. Нам не надо будет делать remove. Нам не надо будет его делать remove. Button play use. Смотри, в чем прикол. Если нет. Else if current target widget. Нам же надо будет его заново отобразить. То, что если он есть, нам надо его будет показать. То есть, если он уже создан, сейчас это тоже надо будет отработать. Я вот думаю, есть ли смысл нам в хайде именно current делать, если мы можем передавать с текущим, которым мы работаем, просто-напросто. И он будет, этот vertical box, немножко get... Вот дело в том, что get all children... Утречка. Тут-ру, приветствую, утречка. Get all children, и здесь мы можем взять, допустим, нулевой и достать из него get visibility. Get visibility. И сравнить. Вот, сразу решил связать. Yes. Yes, like visibility. Нам надо будет не только его с этим сравнить, нам надо будет еще с этим сравнить и постоянно пробегаться по ним. Поняли? Но это чтобы удалить вот этот current target widget и не назначать его. То есть мы его добавили, и мы всегда сравниваем с этим. Имеет это смысл? То есть это напряжнее, нам надо будет всегда эти виджеты перебирать. Хотя их там немного, их сколько там? Штук 5-6 будет. И то это их будет, когда все пооткрываешь, их 5-6 будет. Но зато нам не надо 8 байт в памяти выделять и постоянно ее переназначать. Постоянно ее проверять. Делать на нее проверки. Вот эти вот всякие нульпоинтеры ее назначать. Не надо следить за этим будет. А давайте это сделаем. Да, давайте так. Мне больше так нравится. Меньше шансов ошибиться будет. Потому что если мы где-то забудем, допустим, обнулить в дальнейшем вот этот виджет current target, то будет беда. Поэтому мы его сейчас вообще удалим полностью. Так, оп. А в сам hide current widget мы примем user widget. User widget. Вот так. User widget current widget. Вот так вот сделаем. И сюда мы это подставим. И немножко теперь по-другому будем работать. If не vertical box. Vertical box. Все, он все сломал нафиг. Вообще красавчик. Current widget, button, play widget он передает. If не current, if не vertical box, я хочу, во-первых, видеть Insuria. Как дела, Кетка? Как дела? Сказывай. False. Текст. Pointer. Что-то я забыл сделать. Кавычки поставить. Так. Да, пока не родила. Должна была. Так. И return. Если он есть, то мы должны взять, сделать for. Смог заставить себя проснуться пораньше. Вот точка. Сварил яйки на крошку. Да, со дня на день должна родить. О, это круто. Виджет vertical box get all children.
Вот такую вот фишку мы сделаем. Он конст, да, их возвращает. Нет, тире, юзер. А, И будем у UWidget. меня племяшек. UWidget он возвращает. Эва, ну как? Ну, племяшек-то хорошо. Мы должны сравнить вот этот виджет равен, если виджет if widget равен. Не, подожди, всем остальным он должен сделать, спрятать их. Правильно? Если он равен current, сейчас надо подумать. То есть старые он должен спрятать, а новый он должен, допустим, показать. Но если залетел, он должен о нем узнать. Сейчас надо подумать. Если он равен current виджету, если он равен current виджету и он должен сделать наоборот. Сейчас, дай подумать. Сейчас, дай подумать. Если он равен, то вот этому виджету он set visibility делает slate visibility visible. Сейчас visible равен Пока нет, скачиваю сохраненные курсы стороны. по дизайну на столок и читаю свои старые идеи по ним. Ты Dungeon Master, блин. Так, сейчас дай подумать. Виджет get visibility. Visibility равен visible, то тогда slate visibility collapsed, else slate visibility visible. Как вам? Читаю моя история или нет? А вот тут сейчас я общую картину напишу, потом будем... Это все мы спрячем. Точнее, не спрячем, а все нормально распишем. Подожди. Это если он равен. То есть залетел тот, который равен. Он тогда узнает... что там? Есть что, нет что. А если он не... То есть это другие. То другие он должен спрятать. То есть для других делает следующее. Виджет set visibility. Late. А так наконец-то я могу просыпаться и заниматься, например, разминкой или тренировками. Теперь могу лучше следить за собой, так как никому не мешаю этим. Например, чистить зубы перед сном часов в 23-24, поэтому чувствую себя свободнее лучше. Ну да, это хорошо. Ты же говорил, что у вас там побольше площадь появилась. Поэтому это круто, это круто. Я рад за тебя. Это хорошо. Когда что-то улучшается, это хорошо. Так. Slate visibility collapsed. Блин, а как его так спрятать, чтобы было хорошо? Что толку его выносить? Ну, можно вынести, то есть сделать slate visibility. Тогда уж... Ну, тогда уж вот так. Чтобы по фэншую все было. Else сюда вынесли slate visibility. Visibility. Equal. И просто-напросто вот это. У меня тут велотренажер есть. Хоть и сломанный, я могу приделать мышь к колесу, чтобы когда я буду ходить на нем, буду ходить вперед-назад в VR-играх. Велотренажер есть. Хоть и сломанный, я могу приделать мышь. Мышь к колесу, чтобы когда я буду ходить в нем.
хочу дойти до далеких земель я понял. Minecraft VR на своих двоих. А, это нереально, забей на своих двоих. Там сколько чувак потратил времени? Несколько лет? Десяток? Ну, лет, что ли? Шел. Забей. Set visibility. Так вот, ну, я не сказал, что это супер стало понятнее. Ну ладно. 7 лет, но он не то, чтобы постоянно шел туда, а отвлекался часто. А, ну как. Типа он мог бы за 3-4 года дойти. Не, ну вперед, что ты? Вперед, запускай стрим. Спидран по достижению этих земель, нормально. А что по Майнкрафту, кстати? Но Что я там вот поменялось? тоже хочу так, но только VR и донаты собирать. О, донаты собирать. Мне подсказывают, что основная задумка — это донаты собирать. Что по Не, Майнкрафту? не буду спидранить. Что по Майнкрафту? Там карту добавили наконец? Потому что меня единственное, что раздражало в Майнкрафте, что нет карты. Ты где-то в рандомном месте рядышком даже появляешься. Рядышком появляешься где-то возле своей базы, и ты там не был еще. Ты такой, где я? Кто я вообще? Карту добавили? Или там вообще ничего не меняется в Майнкрафте? Так, хорошо, мы это сделали. И он теперь у нас чистит эти все виджеты. ВСМ? В Майне ведь карты существуют, а очень давно уже. Не было мини-карты никогда. Недавно даже добавили больше функций им. Карта была, ты там бумажку бегаешь, по-моему, с бумажкой как-то ставишь, но это же не мини-карта, она какая-то неудобная, там и она кривая. Это немножко не то. Ну да. Ну вот бумажки помню какие-то, но они бесполезные. Они вообще ничего тебе не дают. Вот ты, если ты появился там или... Можно не ставить, а в руках держать и смотреть. Но она же у тебя ограничена, она не все показывает тебе. А мини-карты это только моды. Вот мини-карту добавляли, нормальную карту, потому что все это шляпа, то, что у них там есть. Но теперь можно метки ставить на эти карты. О, как метки ставить, нифига себе. Так, доживем и до карты, мини-карты. Так, current target widget button. Вот это нам не надо. Здесь мы передали его, то есть он его скроет. Не нужна эта мини-карта там. Да нужна она там сейчас, как дам больно. Это тебе она не нужна, мне она нужна. Так. Смотри, у нас залетает то, что это button play widget. Поставь мод. Хочу я моду ставить, я хочу функционалом пользоваться обычным. В общем. А в этом, вот этот, который как он там? Хайгвард, только вот этот провальная игрушка. Хайтейл или как там ее? Хайгвард, Тогда Хайтейл. используй то, что есть. Резонно. Да, в Хайтейле есть. Вот, ну вот все, Хайтейл лучше, значит, чем Майнкрафт. Всё. Будем в него играть. Подожди, дай подумать. Вот это нам не надо. Вот штука нам не нужна. Да, еще подумать. Если у нас... Там же еще одного большая вышла точка, надо будет залететь снова. А что там за мной? Что, почему-то как-то выше чем-то... А что там? Вообще, я отчет запустил свою идею с сервером Хайтейла, надо будет тоже начать делать. Это наполеоновские планы. И в VR идти пешком до края, и в Хайтейл делать, и на столке данжен мастерить. Дай подумать.
Да, добавили 80 блоков, новые заклинания, оружие, мобы, еще что-то. Нифига себе. Ну, короче, через полгодика, годик надо будет, можно будет. А в Стиме она ж планируется в Стиме, да, или не? Просто сейчас же вроде она на сайтах, вот это вот вся шляпа. И она в Стиме есть. Ну, в Стиме, короче, появится тогда. Смотрим. Так, Enchant, вот он, Play Widget, ты мне сбивай. Подожди, надо... Нет, Button Play, нам надо его создать и добавить. Да, у меня много хотелок, но я буду фокусироваться на настолках. В Стиме когда-нибудь потом обязательно, но после раннего доступа. А если он есть? Если он есть, так он его уже отобразит. Дело в том, что все. Он его добавит, и он его сразу отобразит. И все. То есть он скроет все старые виджеты, которые у нас отображаются там. И отобразит всех этих. Все. Правильно же ведь? Правильно. Виджет у нас по стандарту будет visible. Он будет visible. И мы просто их пачками туда добавляем. И поэтому мы их коллапсим, чтобы они не мешали друг другу. Надо свой сервер Хайтейла поднимать. У меня куча идей, как сделать Dark Souls Алекс с перекатами, парированиями, крутыми боссами и прикольным сеттингом. Но вот если куча идей, тебе в Unreal надо, не в Hytale. Ты подумай. Unreal тебя ждет. Вот все к Unreal тебя ведет. Так, ну а все по идее. Это то, что нам надо. Подожди, а это все? То есть, если баттона еще нету, button play виджета, то он создаст его. Все к Unreal. Но жизнь говорит, что Unreal когда-нибудь потом будешь заниматься. Не, надо. Звезды говорят, надо. Там ретроградные Меркурии, они, короче, направлены. И карты, раскидочка сказала, что надо. Нет на него времени сейчас. Мне нужно за 2-3 месяца что-то сделать и получить результат. А как связано с 2-3 месяцами что-то сделать и тем, чтобы за 2-3 года дойти до края Майнкрафта? Это ты так хочешь со мной что-то разрабатывать? Я так и понял. Да. Ты все понял, да. Ты все четко понял. Так, еще раз. Мы взяли, спрятали все текущие виджеты и передали этот виджет. Вот первый раз. Вот здесь будет 0 pointer. 0 pointer. Значит, его здесь не будет. То есть вот эта часть не сработает. То есть он его не скроет. Ой, он все поскрывает. То есть вот сюда он не зайдет. Подожди, а зачем я тогда... А, ну да, чтобы свой... Тогда он получается... Подожди, стой. Мы нажали первый раз. Вот у нас там другой какой-то открыт, правильно? Он То, что скроет я хочу его. в Майне, это просто хотелка. А то, что сейчас нужно мне деньги. У меня есть два варианта. Unreal. Там подучиться на кого-то или на столке. Так как у меня есть спонсор хороший. Ну, если спонсор, тут без вариантов. А на столке. У нас первый раз залетает. Все работает. Второй раз мы нажимаем. У нас опять мы передаем button play widget. Он как раз таки равен. Все, он уже и здесь есть, и здесь есть. То есть у нас вылетит вот эта часть. Вот эта часть нам скажет что? Она нам скажет, что slate visibility у него сейчас visible. А значит, его нужно скрыть. И он его скроет. Потом мы опять, допустим, нажмем. Он залетает, он сюда залетает. Что скажет, если slate visibility, что тут не равен visible.
И он поставит его visible. И все. Здорово, здорово. Ужас. И все. Настолки я тоже очень люблю, но я давно в них не варился там и плохо помню, что там по дизайну. Надо освежить голову, но это все еще быстрее, чем обучиться на кого-то в Unreal. Ну это да. Так что освежаем голову. Ну и все. А здесь, в случае, если он его нету, то мы берем и создаем его. Добавляем в этот vertical box, и все у нас хорошо. Все. Все сделали, отлично. Отлично, замечательно. Погнали. Погнали play вот этот use v-level selection. Заполним level selection. Он должен теперь level selection сделать. У него там horizontal box. Сейчас мы создадим у него здесь property meta widget. А что он сломался? Ну ладно, budget pointer. Ладно, я пока пойду, может быть залечу позже. Мне тут так-то очень много дел из-за переезда. Я только вот все коробки освободил. А теперь нужно освободить шкафы и тумбочки свои от хлама старого. А еще готовить сегодня нужно будет много. Дел у тебя, ну давай. Успехов там тебе. Все успел. Приду проверю. Так, horizontal box. Horizontal, по-моему, пишется, во-первых. Так, я не очень догоняю, почему этот сломался. Визулака. Ладно. Хорошего стрима. Приходить Спасибо. не надо, иначе и у тебя будут такие же проблемы, как и у меня. О, как, нифига, это угроза. Ладно, все, иди. Horizontal box. Horizontal box. Подожди. Horizontal пишется. Через S. Не, этот собрался, значит, через этот. Ладно. Ну, давай запустимся. Надо его создать. Это не угроза, это совет, которым хочу тебя беречь от лиха. Окей, хорошо, принимается. Интересно, что у тебя там это... аура такая, которая дебафает. Так, а у нас даже он не создан. Правильно я понимаю? Я правильно понимаю. Level... Как я там его называл? Level Selection. Level... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, хотя, ну... Аура дебафа у меня уже лет 15, но мои булки только крепчают. Ладно, все, даже ответ слушать не буду. Выколчиваю комп сразу. Давай. Selection. Сюда вот мы его открываем. Делаем canvas. В него добавляем horizontal. А может быть сразу стало? Не, там надо именно, чтобы он разошелся. То есть вот этот товарищ.
Он разошелся. Хотя он растянется и так. А ну давай все-таки replace with child сделаем. Direct. Просто назовем horizontal box. Просто назовем тебя horizontal box. Так, просто назовем horizontal box. Надо t-subclass еще добавить ему, чтобы он создавал их. И метод инициализации на самом деле. Или он сразу? Не-не-не, не сразу, нифига. У нас же как, инициализация это инициализация, но не совсем так. Мы же его не извне инфу ему тянем. Void virtual void native construct. Мы... Чё мы? В виджете, да, все эта шляпа будет. Какая некрасивая история получится. Ну а как иначе? Как иначе? Ну а как иначе? You property. Категория level selection. Так, не void, нифига. T-array D level entry. Levels D. Такую вот штуку делаем. Если бы он еще раздуплился, было бы хорошо. Это мы сделали. И еще нам нужна одна штука. Сюда ее добавим. T-subclass of U. U level entry. Level entry class. Так, найти в констракт создать. Супер. Native. Так, ну все это надо схлопывать, закрывать. Потом подключать horizontal box. Components. Horizontal box include widgets. Widgets main. Подожди. V-level entry и include data assets D-level entry. Здорово, здорово. If
Horizontal box. Красоты удаляем. Есть контакт. И теперь мы работаем с ним. Мы должны туда подобавлять через этот сделать for UD level entry. Показатель const. Да и в принципе здесь const. Const ему не нравится, да? Не, подожди, что у меня... Кто-то забыл указатель здесь поставить. Осуждаю этого человека. Const вернем. Красоты. Const не вернем мы для красоты, потому что он его не... Не, подожди, что происходит? UDA, правильно? И здесь D я добавил UDA. И тут класс указал. А еще есть вероятность, что я вот тут что-то не то указал. Blueprints red only. А я написал blueprint TS, а там blueprint red only. Вот. Ошибка, все. Да, так бывает. Теперь мы должны создать и засунуть туда. Ну да. Entry. Level entry. If level entry get player контроллера, да, возвращает. И сюда передаем v level entry class. Если он, то тогда мы что делаем? Тогда мы его добавляем. Тогда мы его добавляем в наш horizontal box. И никаких if. Horizontal box. Add child. На самом деле, блин, там не horizontal box. Там scroll box надо делать. Сразу на будущее. Add child. V level entry. Перед тем, как его добавить, V level entry, у нас есть там, инициализацию мы делали, нет. Widget level entry, да, и он принимает в себя вот это data asset D level entry. Твою мать. Это из-за констов, да, всяких. Да. Балуюсь с этими констами. Хорошо.
D-level entry. Мы передали, заинициализировали его и добавили. Я же надеюсь, он его не почистит, но вот там записывает. Но если чайлдов он получает, значит он записывает его. Так. Этот level selection. О, давайте делать иначе. Sizebox. Sizebox. Wrap with sizebox. Horizontal box. Подожди. У нас есть scroll box. И вот scroll box мы должны сделать. Use scroll box. Изменить вот этот вот. Scroll box. Scrollbox. Scrollbox, scrollbox. Вот такая вот история должна быть. Здесь replace with child. Сохранить. Сейчас все перезапустим. Просто суть в чем? У нас, ну, сейчас понятно, их будет там 1-2 штучки. А вот потом-то их не будет 1-2 штучки. Их потом будет много. И нам сразу надо сделать так, чтобы их можно было вращать по горизонтали. То есть влево-вправо. Есть scrollbox. Бокс, хорошо. Есть, добавили. Теперь нам надо здесь взять и ввести сюда level entry, который мы не создали. VBP. И ввести сюда наши датассеты, то есть пачку, которые передать. Так, хорошо, погнали level entry создадим. BP level entry. Нафига всего он хочет? В border сразу его vertical, horizontal border можно ты как-то делать? Name. Дальше в horizontal box мы отправляем текст. Мы отправляем имаги. Отправляем текст. Потом на rich текста будем переделывать. Что за батон? Уже как батон должен идти. Я тоже пробел. Ах ты ё. Тогда вот этот вот мы берем и wrap with батон. Так вот делаем. А вот этот вот replace with child. Нам не нужен этот.
Так, батон. Батон. Батон это батон. Сохранить. Здесь у нас level name. Horizontal box, vertical box, replace with vertical box. Осуждаю, не тот. Vertical box мне нужен горизонт. Level name, потом level и магия. Level магии. Им нужен level description. Есть, давайте батон настроим. Тинт общий, как и там было, 47, чуть-чуть. Так, один сделаем, хорошо. Потом магия. Без всяких бордеров, окей. Окей-доки. Стайл весь мы для нормала копи делаем. Для овера мы делаем paste. И немножко мы его меняем. Чуть светлее сделаем. Чуть светлее. Так, ну и для пейста по классике paste. Еще чуть посветлее. Небольшая разница, чтобы была, и все. Ничего не хочу. Так, vertical box сам по себе, пожалуйста, пока уберись. И батон, наверное, все паддинги убери, вот эти вот. Здесь я сам сейчас настрою паддинги. Так, vertical box сам по себе полностью занимает все, что надо. Этот находится по центру. По центру картинка, она заполняет высоту, но не заполняет и заполняет ширину, в принципе. Хотя нет, подожди, это будет не очень красиво, если это будет не квадрат. Давайте фиксированная штука, то есть кнопка фиксированная. Description все заполняет. Description все заполняет. Потом 22 сделаем по центру. Не, заполнение, все правильно. Паддинг слева 5, 6, справа 6. Вступить. И где там перепрыгивание на обрат. Все есть. Сверху еще, правда, хотелось бы тоже. Где-то 12. Здесь тоже 12. Ну, строго по центру 32. Я думаю, до 28 можно снизить. Все остальное потом пусть будет белый цвет пока. По картинке давайте ее сделаем. 128 это мало. 256 на 256. Лепнем и ступим ботом на 12 пикселей сюда. Сверху тоже 12. Так, сама картинка, я все же хотел бы, чтобы слева это было по 6 пикселей. Вот ступ. Все есть. Хорошо, хорошо. Погнали. Теперь ее добавляем сюда. Есть.
И идем в Data Asset. Levels. D card enemy level and D тест 01 будет. Так, level name тест. Тест 01. Description. Level for testing. Testing. Image. Можно тут что-то такое взять? Давай вот это возьмем. Level word. Level L main menu. Start test map. Сделаем. И все, что нас интересует теперь, это вот сюда просто добавлять его. Идем, добавили. Теперь мы идем. Вот наш play, мы нажимаем play, и мы улетаем в помойку. Почему? Кстати, потому что вот этот не создал level selection class, там скорее всего 0 pointer. Так, хорошо. Code with null class create widget, это понятно. Подожди. Character loadout. Character loadout. Подожди, а я что сделал? Я его не сделал. Гениально. Edit anyone. Print read only. Категория. Character loadout. Сделаем. Вот видите, как не указал, и такая вот история произошла. Можно его и здесь на всякий случай сразу сделать. Сюда добавить здесь вот. Для level selection class. Сразу оп, и он сразу выбьет здесь, соответственно, выбьет здесь. Такую вот фишечку сделаем. Так. Кодинг. Все дела. Да, вот здесь мы взяли, и вот он у нас появился. Сейчас мы его добавим. Selection. Хорошо, добавим. Play. Молодец, play.
Стартанем. Play. Play. Прекрасно, прекрасно. А почему мы сюда улетели? Ой, его растянуло, конечно. Подожди, а почему мы туда улетели? Так, ну, во-первых, его растянуло. Просто не устраивает. Там понятно, почему растянуло, там непонятно, почему растянуло. Значит, все же его надо в сайзбокс какой-нибудь поместить. И определенную ему эту задать. Так, плюс он не отступает, нужно отступ добавить. Плея, причем очень приличный. Сверху вот этого лодаута. Вот этого vertical бокса, вернее. Топ где-то 12 мало, там 24 где-то надо даже. Минимум. Все имели отступ. А, хотя подожди, это будут... Ну да, 24 достаточно. Даже 12. 12. Это нужно именно у кого? У этого товарища. Скроллбокс. Это сам скроллбокс. Это не тот, который... Он, понятно, он разъезжается полностью, целиком. Вот этот товарищ, он не должен разъезжаться. Чтобы он не разъезжался, единственный вариант, который я вижу, можно принять, это вот это сделать. И обозначить ему строгую какую-то эту, сколько там, где-нибудь 200... Сколько картинка? Была 256 на 256 и по 6 слева справа 12 еще 268 268 и давайте так 268 и макс это 300. А вот увеличенное это где-то даже 500 можно сделать. Скрыть. 500. 500, наверное, маловато будет. 600. 700. Привет. С днем дереализации. Взаимно. 700. Давайте посмотрим, что получилось. Play. И отлично, он растянулся. Прекрасно. Все равно растянулся. Но мне надо, чтобы кто-то растянулся, а этот... Может, вот так вот его сделать? Подожди. Да, сайзбокс не нужен будет. Вот, да, это оно. Ну, сайзбокс... Нет, наверное, сайзбокс мы все-таки удалим, чтобы лишнего не было. Replace with... тогда они будут все разные. От описания зависит. И описание, кстати, тоже желательно бы его wrap with scrollbox. Сделать его scrollbox сам down fill. Я не знаю, появится или нет, надо будет посмотреть эта штука. Сайзбокс сделать все-таки где-то 600. Макс 600, мим 500. Давай так, 300 на 600. Они все одинаковые должны быть. Должно быть как-то один больше, другой меньше. Так, хорошо.
Паддинги слева 10, 12, 24. 24 и справа 24. Сразу подступать. Play. Здорово, точка, есть готовый проект. Здорово. Если есть, включи кусок. Сейчас этот проект. Ну, вот включил. Вот. Иншурия у нас. Level World. Мне нравится чем-то. Где Level World? Хотя странно, мы указали туда Level World. Вот включил. Всё, вот. Если вообще про другой проект есть, но включить сейчас не буду. Так, плеер. Где у нас level? Вот. Вот есть, вот. Вот еще можно побегать, вот так вот поделать. Уи, вот так вот пошлепать их. Таланты поучить. Вот. Всякие вот попадаются. Все. Так. Вернемся к нашим этим. Во-первых, почему он второй раз не скрывает его? Вопрос. И во-вторых, почему вот здесь 0 поинтер вылетает? Давайте разберемся вначале, почему он его не скрывает. Это мне очень интересно, а потом уже разберемся с этим. Сюда давай. Мы нажали play. Здесь у нас 0 поинтер. Здесь у нас 0 поинтер. Мы залетели. И как бы здесь ничего не произошло. Логично, логично. Нажимаем continue. Нажимаем второй раз. Здесь уже не 0 поинтер. Здесь уже не 0 поинтер. Мы залетаем сюда, и вот он есть. Вот он. Level selection. Да, все правильно. Visibility сейчас visible у него false. Slide visibility. Круто, точка, создатель 2 или Stalker 3. Не понял. Не, сталкер тут не, это... Как это? Диабло делаю, Диабло делаем. Vampire Survival Diablo. Так вот. Привет. Разрабы игр играют в игры. Не знаю. Познакомлюсь с ними, спрошу. Что делаешь? Покажи. Игру делаю. Там показывать нечего. Так. Почему visibility немножко не та? Visible стоит. Если сейчас visible. Интересно, он visible, а потом все нормально у него. Потому что там не visible, там другая стоит штука, я понял. Вот главное меню. Как вам? Нравится? Еще брейкпоинты не вылетало. Все, главное меню. И вот игра. Все, вот так вот мы на уровень попадаем. Все, и понеслась. Бегаем, бьем мобов. Побежали. Убиваем, улучшение изучаем, все. Сразу несколько уровней получили. Какие мы молодцы. Так, бац. Так. Та-та-та. Я понял, почему он... Знаете почему? Потому что вот здесь вот... Not hit testable self-only стоит. Я разраб ПО. В игры играю, но игры пилить пока не кайф. Вот интересно, хватает ли тебе запала разрабатывать игры и играть в игры? Это да. Это да, этого хватает. Давайте изменим. Ну, во-первых, здесь на visible поставим. Теперь все будет работать. Не будет. Берем брейкпоинты. И все у нас работает. Все корректно. Все четко. Единственное, что тут проверку изменим. Мы не на visible будем делать, а на collapsed. Если равно collapsed, то мы делаем visible.
А иначе мы делаем коллапс. Вот так вот. И теперь у нас не важно, что там будет указано. Давай сделаем лайфкодинг. Сделаем лайфкодинг. И вернем для теста вот здесь visible, поставим not hint test, вот эту вот историю, которая была play. И вот у нас все равно работает теперь. Все четко. Так. Вернем вместо visible. Ты молодец, да. Да ну отстань. Unreal сломался. Нет, жив цел Unreal. Так, а теперь разбираемся, почему он вот тут вот вылетел с помойкой. Потому что вот Level World у него оказался 0 поинтером. А почему? Так, давай вот сюда вот делаем. И вот сюда. Запустились, нажали play. Вот нам залетает эта информация. 0 поинтера. Not available scene loaded from Unreal Editor Core. Вообще ничего не получил. А, нет, не 0 поинтер, хотя 0 поинтер стоит. Кажется, знаю, в чем там прикол. Там не так. Там немножко не это делается. Естественно, он 0 поинтер. Логично, что он 0 поинтер. Да что ж такое, что тебя плющит? Ладно, я его перезапущу. Логично, что он 0 поинтер. Там надо немножко не так это делать. Из valid. Вот это вот проверку. Потому что, ну, он в софте. И он проверяет там 0 поинтер. Логично. А нам нужно проверить, указали ли мы туда вообще что-то. Поэтому на валидность надо его проверять. Так, еще раз проверяем. Вот мы его указали. Заходим в наш main меню. Нажимаем play. Да что ж такое? Что тебе символ loading? Unreal Engine skipped because it's not specific module list. Да что ты скипнул? Нажали. И вылетели в помоечку. Потому что здесь 0 point, да ему все равно не нравится. Смотри. Засранец. Как мы проверяем его? Подожди, а как мы софт проверяем? На то, если там из null нет. Get это он проверит в памяти, нету ли его. Что еще умеешь создавать, кроме игр? Программу по шифрованию сообщений. Так. Снова спондил. Ну вот async is valid. Serialized. Test if this points to a leave you object. Но дело в том, что он не leave you object. Proof get won't return a valid. Ну да, это то же самое, что и get. Is known. This can be never point to a leave you object. Тоже немножко long package name. Try to get. Ну, допустим, мы вообще это удалим. Хорошо. Не те проверки делает.
стоят. Так, так, так. И все работает. А если мы здесь укажем пустоту, он нас, скорее всего, схлопнет. Это ты молодец. А как это так ты сделал, что я здесь указал тебе пустоту, а ты все равно его записал? Вот это ты мощный, конечно, парень. Перезапустить. Ух ты, круто. Точка от Джона, можно сообщение прятать. Да, не только от жены, как говорится. Там суть какая? Ты придумываешь сам себе ключ, придумываешь. Но надо тот, кому ты отправляешь это зашифрованное сообщение, чтобы он тоже знал ключ. И вперед. А еще она умеет на время. Она, кстати, работает локально. И она умеет на время. Ну, то есть, если ты зашифровал на 1 час, сообщение живет 1 час, условно. О как. То есть, через час даже под ключом уже не расшифруешь. Так. Ну, кстати, есть ее, можно скачать, эту штуку, дурку. Подожди, это не то. Main menu. Play. Опять он за свое. Я не знаю, как он это делает, зачем он его сохранил в бинариусах, походу. Ну да ладно. Он не добавляет его, хорошо. Софт наш, это в смысле? Софт наш. Софт наш. Что это значит? Так. Ставим. Я не догоняю, почему это работает. Ну, я понимаю, он там в бинарисах его сохранил. Ну да ладно. Скорее всего. Старт тест. А если мы сделаем main меню? Main меню открыла main меню. Ну давай. Вот, main меню открывает main меню. Прога, в котором создаешь. Вот это этот Unreal Engine. А я прогу тоже создавал в Unreal. Поэтому она весит, блин, 400 мегабайт. Ну, я там и много чего не вырезал, того, что там нафиг не надо. Какие-то эффекты. Он туда упаковал эти, хотя там просто визуал. Ну, в общем, там не оптимизировано с точки зрения... Да, уверил. Так, с точки зрения места, экономии. Так, и вот теперь все. Все, короче, работает. Карту мы сделали. Соответственно, добавляем новую карту, добавляем ее в датас. Здесь описание, level for testing, все правильно, тест 01. Картинку, картинку не подтянул. Осуждаю. А картинку кто будет подтягивать? Так, почему мы картинку не подтянули? Как понимать? Лопата. За лопата. Пол, после которого смеется. Значит. Как считаешь, в России можно что-нибудь свое создать? Ну типа телеги, WhatsApp. Можно, но тебя это потом приватизируют. Знакомое слово такое, как приватизация. Ну, либо заблокируют. Скорее всего, приватизируют а тебя потом бутилизируют. Бутилизируют на бутылочке, так сказать. Если
Не будешь делать, то что скажет. Так. Ну, это такое мое мнение, которое 90 ИИ. которое неправда и выдуманное. А... Level Image, ну так все правильно, он заходит сюда. 90-е, ну, чуть похуже. Чуть похуже. В чем-то чуть похуже, в чем-то чуть получше. Так, ну хорошо, и что он там делает? Я не доберусь. Но он не 0 pointer, но он мы не устанем from soft material. Так, стою на асфальте, я выше обутый. Почему? Soft view material instance. А я передаю from... Не, я не тот метод называю. Send brass from soft текстуре. Вот этот надо метод называть. Кодинг. Так, вот и все, картинка подтягивается, все отлично. Вернем картинку вот ту, которую я хотел изначально. Где она? Вот это вот пойдет. Ну и все, отлично. Level for testing. Есть контакт. Level for testing. Ну, а если мы добавим их 2, закрыть. Если мы добавим 2, даже 3, А когда-то в России была одна из крупнейших биткоин-бирж. так, потому что вот этот вертикал должен стоять горизонт. Открою. Bar visibility тоже. А мы вообще его заколлапсим. БТЦЕ. Вот, все, есть контакт. Единственное, что мне не нравится, это то, что между ними нет отступов. И с этим надо что-то сделать. Жаль, нету этих паддингов для чайлдов. Придется здесь мудрить паддинги. Батона. Так, батон, давай. Слева сколько? 12, я думаю, справа тоже 12 сделаем. Паддингов. Но единственное, что вот этот вот урежется на 24, поэтому 24 сюда добавим. Все, есть контакт. Оки-доки. Ну, сейчас они запустят одну и ту же карту. Мы создали цикл вот этой карты. То есть, как они запускаются. Теперь нам надо сделать... Следующее, это... чтобы полностью был это прописать смерть. Ну, сейчас она прописана, там есть делегат, просто надо реализовать, что она делает, чтобы она в главное меню возвращала. И реализовать боссов. Боссов. Может быть, таймер какой-то по времени добавить. Время просто отображает. Боссов.
Убиваем боссов, они там дают всякие штуки нам разные. Таймер у нас там стоит. Таймер там стоит. Таймер времени нам надо, потому что мы к нему привязываемся, что там через 5 минут, допустим, или через 10 босс появляется. А значит, значит нам таймер надо отображать. Значит, таймер нам надо отображать. Так. Название придумал проекту. И да, и нет. Рассказать не скажу, а аббревиатура уже есть в названии проекта. Кто найдет, тот найдет. Но это тестовое название. Может быть и не тестовое, посмотрим. Босс. Как я хочу босса видеть, я хочу ли... Подожди, ну мы сейчас таймер сделаем по-любому. А потом пойдем делать, чтобы на него босс появлялся. Раз у нас спавн был. Там триггерилось... Манекены серых клеток. Да, манекены серых. Босс, давайте вначале наш дес реализуем. Дес, чтобы мы когда... мы в главное меню вернулись. Мы вернулись в главное меню. Маленький человек. Да. Человечек, я бы так сказал. Всё, уходите. Так вот, уходите. Активные. Всех ушел. Кстати, их этот почистил. Этого, правда, не очистил. Скелетон NGC. Так. Ну, окей. Окей. По поводу Деса. По поводу Деса тут все просто и не просто одновременно. Так. Все просто и непросто. В среднем сколько уходить на один проект? Да я не то чтобы их штопаю так прям. Относительно до ума я довел только один проект. Игровой, это FPS. Который лутер-шутер. Бесконечный фарм и совершенствование персонажа. 258 дней, по-моему, я его делал. А все остальные это по тем или иным причинам бросал. Ну, смотря как ты делаешь. У меня не то, что цель какие-то проекты шлепать. У меня цель процесса самого. Как только меня цель процесса утомляет, я как бы другой проект делать. Что-то там за условный какой-нибудь месяц можно собрать. Если в основном не программировать, а из кусками там кусок механики там как-нибудь отсюда взять, оттуда взять, соединить и делать. Там за месяц можно что-нибудь собирать.
Дополнительно собирать можно. Так. Одесса. Где у нас персонаж наш? Он в атрибут сете. Вот он наш плеер персонаж. Персонаж. На проект необходимо потратить примерно инфинити времени, немного больше. Но жить жестоко и приходится останавливаться на пути к полной реализации. Как-то так, да. Где у нас Health? Вот он Player Death у нас есть отдельный Health. Вот он Player Death. Broadcast в атрибут сете происходит. То есть мы можем взять атрибут set, получить и подвязаться на этот делегат. Подвязаться на этот делегат. Надо еще был сделать обязательно. Наверное, тоже в атрибут сете, который будет проверять его. И не то, что был делегат какой-то, тоже подвязаться здесь. На init как раз таки. Крутой проект, должно получиться на движке Unreal Engine 5. Ну да. Может, что-то и получится. У меня единственная проблема, я художник еще такой, мне аж прям плохо становится, когда начинается левел дизайн всякий. Поэтому с точки зрения визуала это будет шляпа. Тут без вопросов. Так, small number. Да, ожидались. Просто надо бол поставить, иначе он будет триггерить вот этот постоянно. Поможет с визуалом. Так, а что толку с визуалом? Как он поможет тебе с визуалом? Он модели пока делает фиговые. Править я их, ну... Я в Blender лезть вообще не. А как он мне будет делать левел дизайн? Как он мне будет текстуры делать? Как он мне будет эффекты делать? Ну ладно, эффекты-то я возьму там бесплатных. Давали уже. А с текстурами и с этим что я буду делать? Ладно, текстуры еще может быть найти там. Но натянуть их надо вот этими материалами играться. Я тоже про это не очень. А с левел дизайном что мне делать? Я не могу ГПТ сказать, расставь мне елочки и камушки, и чтобы он мне это сделал. Он это не сделает. Поэтому немножко не совсем так. Small number, бла-бла-бла. Просто в чем суть? Я-то хочу, чтобы еще игроки были. Может, он имел в виду, когда LSS 5 вопросительный знак сейчас вроде и тоже помогает. В этом плане DLSS 5. Ну да, то тоже верно. Вот этот вот серый будет бегать. Вот в этом всем сером там прописать, что там я хочу от него. И все. Ну так-то да. Блин, я опрос как раз хотел какой-то придумать сегодня для Ютуба, но что-то я не знаю, что задать. По поводу этого DLSS 5. Да, 2 видеокарты для моего проекта купите 5090 и нормально будет. Будете с DLSS 5 бегать. Нормально, и я буду бегать. Всего-то 2 видюшки надо. И то нам показали довольно статические сцены, между прочим. Относительно статические сцены на 2.50-90. А что там будет в экшене? Представляете, что там будет в экшене? Там будет жопа, там все размытое, все раздроченное и передроченное. Там ужасный ужас. Нам не просто так экшн-сцены не показывали, а довольно обычную статику. Ну, там походили чуть-чуть в этом, но это все равно довольно статическая история. Потому что там, где мяч, вот этот буцал футболист, там видно, когда он шлепнул, как мяч плющило.
Если по кадрам пересмотреть, что там с мячом происходило. А теперь представьте экшен какой-нибудь, Doom. Что там происходит. Или Battlefield. Представляете, что там в Battlefield будет происходить? В экшене. Там все размытое, все какие-то призраки летают. И это на двух 50-90 в 20 кадров каких-нибудь. О! Так. И причем запущен Battlefield 4 какой-нибудь. Или то третий даже. Так. Set Health Current. Лердес. Подожди. Еще раз в атрибуте мы назначим. А потом в чем проблема? Почему я так задумываюсь, что смерти? Вроде бы просто, да? Просто взял, перекинул на этот и не паришься. Я-то хочу, чтобы там еще и второй игрок был когда-нибудь. Понятно. Просто мы думаем пока об этом. То как это должно быть устроено? Он должен просто упасть. То есть мы должны ему назначить какой-нибудь мод о том, что он упал. То есть какой-нибудь бул ему дать. Ну, либо так ему назначить, либо еще что-нибудь. Вот эту вот историю сделать. Играет RTX. На RTX здесь DLSS. DLSS enabler. О, я хз. Что мешает спросить у эпиков? А что спросить у эпиков? Сделай мне этот, как его, level дизайн. Это не то, что я-то елочки как расставлять эти, как елочки, я-то знаю, как их двигать, за пиво дергать. Но мне плохо прям от этого становится. Когда я начинаю ныть. На стриме же это дело было уже. Сидишь, елочки двигаешь, блин, на какие-нибудь камушки. Оно вроде начинаешь, оно вроде интересно, но проходит полминуты и все уже. Как-то уже не интересно нифига. Уже скучно. И ёпиков тебе, ну напиши текст там. Давай, я в тебя верю. Оно вроде все делает, ставишь задачу в проекте. Нет, так он не делает. Я понял, о чем ты. Есть там такой яишка какой-то, но это не ёпиковский, это какой-то там этот левый какой-то. Там люди его прикручивали. Но это еще давно было, еще год назад его увидел. И, может, даже больше. И что с ним сейчас? Интересно. Ёпиковский И это просто текстовый этот ГПТ они засунули туда и все. Так, broadcast. Ну, там модель, кстати, вроде создавал вот этот И, о котором ты, походу, говоришь. Потому что, типа, чувак какую-то шляпу создавал, которую я смотрел. Ковбойскую вроде. Он там платный. Бабос я платить, ну, извольте. Бабос за яичные модели. Что-то как это... Фигня. Падает. Я еще не очень... Чем мозг заряжаешь?
кофе или адреналин? Этот вопрос, конечно, кофеечек. Кстати, он уже закончился. Закончился кофеечек. Может, сейчас пойдем делать еще один. Ну, там, наверное, какао пойдем делать. Или чай. Я еще не определился. Так, по поводу PlayerDesk вот этот. Я не могу определиться, что я хочу с тем, как он будет падать. Ну, то есть, он, допустим, игрок упал. Или мы его вообще выбрасываем. Все, улетел. Помер, все, до свидания. Чувак остался один. Это некрасиво. Наверное, чтобы он упал, и надо было подойти к нему, и запускался таймер, там, респа. Но это надо, чтобы он... чтобы он... чтобы он что? Там отдельно эти таги всякие надо назначать ему, делать статусы всякие ему давать, прочее фигни. Наверное, это мы оставим на будущее, когда будем добавлять мультиплеерную часть. Сейчас все очень легко и просто. Мы подвяжемся на вот этот он PlayerDesk, а здесь мы дадим бул. Не будем ничего подвязывать, лишние действия зачем нам. Мы просто вот тут вот просто зашлепаем булевую. И на этом прекрасно мы остановимся. Так. Здесь protect you int b b что? B. Learn that. True. If return. Если он будет дальше урон получать, я не хочу, чтобы он урон получал пока что. В дальнейшем у него вообще будет, наверное, дополнительный стат. Мы сделаем такую историю, что есть жизни после смерти, и они будут равняться x2 или x3 тем жизням, которые у нас есть. То есть он возьмет вот этот макс наш health, ну, который там у этого есть. И это будет наш отдельный атрибут. И когда мы помираем, он начинает его коцать. Он начинает его коцать. И вот так. Он будет их коцать, эти штуки. Когда ловит player dead, нам залетает этот. Это немножко по-другому вообще будет делаться тогда. Но все равно. И тогда нам надо, чтобы вот здесь он игнорировал. Да, все-таки эта штука останется. А та штука будет работать. Ну, если достигает нуля, то все. Он помирает и в спектейт входит, и все. А если... И если в соло, тогда тоже надо делать проверку. Играешь, то все, помер. Но это потом. Так, хорошо. Атрибут сет. Если атрибут сет, то у нас вот здесь, то, да? Это мастер. Подожди, вот сюда мне надо. Характер атрибут, да, вот он. Сдается. Он создается.
И нужно на Begin Play достать и подвязаться на какие-нибудь штучки-дрючки. Так как мы вот здесь проверили его, здесь бы нам и подвязаться к нему. On playerdes.add this player character player des. Мы там что-то передаем или он там чистый у нас? Player des, да, он чистый у нас. Хорошо. А, кстати, он level up я вообще нигде не использую, если мы возьмем. Давай посмотрим. Атрибут set level broadcast. Использую. Я нигде на нем не подписываюсь. Это в контроллере. Это из контроллера достаю. Ну да. А это вообще мне не надо. Дело в том, что у меня эксп по-другому считается. Это мне штука, кстати, не нужна. Это рудимент оставшийся. Это все в помойку. Закроем. Все. Сейчас все сломалось. Все сломалось. Ну да, сломалось, потому что нету вот этого PlayerDes. Думаю, в private отправим тебя. Void player. Skill number сюда мы тебя вставим. Так, все есть. Подвязались. Здорово. Единственное... ну, в принципе, что он удаляется, поэтому тоже испарится, поэтому нормально. И работаем с этим всем делом. Он PlayerDes. Он PlayerDes. На самом деле нужно будет доставать информацию определенную. То есть, в принципе, тоже пометку какую-то сделать, ибо этот должен будет знать об этом всем деле. Давай, сейчас все хорошо, мы сейчас закоммитим все это. Что мы добавили? Мы там добавили... Мы добавили, все полетело. Мне там вообще не важно, что там я добавлю. Ну, как я их называю, потому что это мне надо только показывало, что я там поменял. Так, PlayerDes. PlayerDes. Еще раз, у нас есть вот эта компонента, и она следит за всеми следит. Еще он раздуплился. Контроллер.
player location и player controller у него там. Посмотри на него. Пу-пу-пу. Пу-пу. Player controller. Так, ну на player character знает. В принципе, я могу тоже делегат здесь сделать и делегат триггернуть, чтобы он не подключался к атрибутам этим. Тут фигню не подключал контроллер. Можно триггернуть, а надо это все за тем, чтобы вот тут, где он set card level и прочее, ну, это правда на будущее тоже надо, но все равно лучше сделать. Также level, не level, а enemy, а enemy у меня через enemy контроллер ходит. Надо глянуть. Вообще, знаете что, давайте сделаем перерыв. Давайте сделаем перерыв. 5-10, максимум 15 минут и продолжим, окей? Так, продолжаем. Безобразничать. Так, Des. Ну, сейчас, в общем, подумал, сделаем просто, чтобы он открывал нам базовую карту. И все, Game Process компонент, вот этим он будет заниматься. А передавать все это будет через пачку делегатов. Каким образом? У нас имеется наш... Думаю, может быть, мастера мы закроем. Эти мастера, эти характеры мы закроем, плеер оставим. А у нас в player характере есть делегат on player des. Мы сделаем вот так вот его. Player start on player des. Des, пусть все остальное тоже подписывается на него. On player des. И пока что у нас просто-напросто он триггернет его broadcast. Сделает и все. В свою очередь контроллер на begin play здесь где-то с player характером взаимодействует. Вот он, player характер. Он его единожды здесь получил. И вот тут мы спокойно делаем из player характера, достаем player характер. Мы достаем он player des. .add new object. New object is main controller. Main controller player des. Player des. Player des. Тут же, кстати, мы можем сделать сразу и проверку дополнительную. То есть, допустим, если у нас он там, что он у нас? Ну, он должен будет отобразить вот этот UDI. UDI. А давайте сделаем красиво. UDIED. UDIED. Create widget. Add to viewport. Сразу его выше всех. Ему добавить UDIED. Да, давайте сделаем красиво. Player des. Давайте пропишем. И почему именно мы красиво сделаем? Сейчас покажу. Почему?
Void. Хорош. PlayerDes. Я верю в твой успех, бро. Спасибо. Спасибо. Это очень важно. Ну, это не сарказм, просто сейчас, может, прозвучало. Так, и в private мы сделаем метод void PlayerDes. PlayerDes, хорошо. Он раздуплится, нет? Он не раздуплится. Ну и, пожалуйста, мы самостоятельно умеем. Есть контакт, мы подвязались. На удаление я не вижу смысла что делать. И вот тут начинается. То есть сам этот мы сейчас подпишем здесь. Add Player Controller. Вот тут дополнительно on Player Des. On Player Des у нас есть Player Des. Player Des. Мы сделаем. Player Des. И надо подумать. Это локально произойдет. Нет, подожди, это не локально произойдет. Или атрибут set, он же, не, подожди, а сам атрибут set его триггернет не локально, он триггернет его на серваке. Эта вся штука происходит на серваке, установка. Подожди, давай у ГПТ спросим. Атрибут set, это очень важно. Атрибут set, player character, вот эта вот часть. Не эта часть. Мастер характер, вот эта часть. Post gameplay effect execute. Потому что она вызовет тот метод. Вызывается там, где применяется геймплей эффект. В большинстве случаев, если ты используешь геймплей ability, нормально через сервер пост геймплей эффект вызывается на сервер. Сервер применяет эффект. Атрибут меняется, вызывается пост геймплей эффект. Потом значение репетируется на клиенте. А на клиенте зависит от режима. Обычный сервер на клиенте не вызывает. Клиент просто получает уже обновленное значение. Prediction local primary. Как понять у себя, если ты не используешь prediction, важно. Респаун эффектов и звук на клиенте это не обязательно правильный паттерн, просто эффект только игровая локация. Только серый клиент, только если, ну, то есть это на сервере произойдет, тогда все у нас окей. Просто вот эти делегаты, которые мы сейчас сделаем, надо понимать, где они триггерятся, что они триггерятся на серваке. Их сервер триггернул, и мы выполняем это на сервере. То есть он Player Des, пока что это мы на сервере происходит все. Если мы хотим на клиент что-то отправить, то есть какой-нибудь подвязать визуал, то он не будет работать
Точнее, сейчас он будет работать, потому что у нас сервер и клиент это одно и то же. А вот когда у нас будет этим, то он не будет работать. Поэтому, ну, как бы так. Он PlayerDesk, хорошо. Возвращаемся. Здесь мы триггернули его. Ух ты, ё, как страшно. Тут-туру. Тут-туру. Так, вот он, PlayerDesk. Тут-туру. Приветствуем, привет. PlayerDesk он тоже я не создал. Создадим ее. Сюда. PlayerDesk, хорошо. Но он должен будет просто-напросто взять и удалить его. Заходишь, а он тут про PlayerDesk. Да. Так, у нас тут этот идет и... но он должен open level сделать пока что. Через open level, да. Вот, кстати, я их контроллер, который я там искал. Так, подожди. А где контроллер, который от этого идет? От main меню. Вот она, New Gameplay Static через Kismet. Нам надо подключить сюда. Уже подключен. И этот сделать вызов. Так, main меню level. Стандартно сюда. Как дела, Артмарис? Что нового? Чем занимаешься? Как жизнь молодая? Так, значит, level up. Тут просто сделаем level. Level T-Soft Object Enter New World Main Menu Level. Все, пока что все. Просто, ну, нам нужно тут немножко вообще по-другому все, чтобы было. Поэтому мы оставим. Сижу, работаю. Свой игрой пока нет времени заниматься. О, это хорошо. Работать, это хорошо. А вот то, что игрой своей заниматься нет времени, это плохо. Когда нет времени, это плохо. Это плохо. Давай сделаем так вот. PlayerDesk. А что единичка? Потому что потом будет двоечка. А двоечка, знаете что? Что я хочу вот здесь? Я хочу сделать следующее. Я хочу запустить. Я хочу. Сейчас, дайте подумать.
Я хочу пицца. Вот это тоже, да, неплохо было бы. Тоже было бы неплохо. Wireless. Дай подумать. Короче, что я хочу? Я хочу, чтобы time dilation, это time dilation, custom time dilation, client act, get world, time dilation. Set time dilation. Ну-ка, то есть так set time дела. Time подожди, дела. Get actor. Get time dilation. Это текущий его. А если world, get world. Get time и... Ладно, это мы у ГПТ спросим. Короче, в чем суть? Чтобы время у нас медленно замедлялось, появляется вот этот DES, надпись, экран чуть-чуть темнеет, а время замедляется. Ну, то есть у нас эти двигаются медленнее, там противники там, допустим, рукой там замахиваются, дерутся. И условно там через 2 секунды, пуф, нас выбрасывает на главное меню. Вот такую вот фишечку хочу реализовать. Get time dilation мне нужен. Сейчас его получим. И нам нужно его плавно уменьшить. Там за 2 секунды условно до 0. То есть это каждый тик. Сейчас мы напишем метод, который сам себя будет каждый тик вызывать и уменьшать его. Просто будет уменьшать time dilation. А может и не каждый тик. Может сделать 0.1. Да, 0.1 сделаем. Достаточно будет, не надо каждый тик. Да тут жена подкинула работы. Сижу, проект кухни делаю. Буду сам делать ящики, а фасады уже буду покупать. А то тут теща себе заказала, и у нее когда кран поставили, чуть-чуть потекло, и в итоге. Короче, тебя загрузили вообще. Сидел мужик себе спокойно, игрушки делал. Нет, на тебе. Кухни какие-то пошли, ящики. Все это ЛДСП начало разбухать, и жене это не понравилось. Вот себе буду сам делать из мебельных щитов. О, ну, понятно, это ж, блин, этот сбухать. Заказать, значит, дорогущая, да, вся эта история. Там миллионы она ж стоит. Вся мебель. Так. Каменную столешницу можно взять. Молодец. Она, наверное, в десяток лямов обойдется. Ну или сколько в долларах это будет? Наверное, в 10-20 тысяч, наверное, влезет эта вся история. Это чисто, ну, поверхность, наверное, будет стоить столько. А шлита у тебя должна быть. Ну, хотя зависит от какого-то кухни, от какого пространства. Тоже и смотря, что за камень. Может, из мрамора хочет человек. Там вообще будет жесть. Да. Сразу, как на профессиональных кухнях делают, сразу металлический такой. И делаешь столешницу себе из металла. Она и моется легко, и как бы живет очень долго в нержавейке. 120 сантиметров. Литой мрамор, 14К. Заказать из дерева это ППЦ дорого. Ну да, 14К долларов. 120 литой мрамор. Отлично, прекрасно. 14К. Чисто поверхность. Нормально. Хорошо живем.
4 это пипец дорого. Ну да, кухня они дорогие, блин. Ну ты подумай, ты, может, уговоришь жену на литую эту, как его... 14к рублей. А чё так, что-то как-то... Что-то как-то, что-то фигня какая-то, 14к, все. Ну ладно, я хз. Мне кажется, это что-то какая-то фантастика. Ну да ладно. Я просто помню, когда ну, я эту кухню делал фиг знает когда, и я делал, я ее заказывал. Но я не помню, сколько она там. Дешманская, там не литой мрамор нет, но мы смотрели, и там она прям, ну, дорого была. Это в нескольких тысячах чисто этот каменючка. Это 120 сантиметров это ни о чем. Ну, 120 на сколько? 120. 120 сантиметров это ни о чем. Ну, 120 на сколько? Ну, 120 сколько это? Ну, это в камеру не влезет. Но это, ну, это так, это чисто маленькая такая штучка, да. Так вот, о чем ты? Может, ты переубедишь на на остальное, чисто вот как на профкухнях. Чисто такое стальное, оно прям таким этим... Ну, стальной стол, ёп. Я не знаю, как описать, кроме как стальной стол. Как описать стальной стол, кроме как стальной стол. Ну, вот стальная поверхность. Вот, и все. Не царапается, не гнется, не разбухает, не набухает. Ничего с ней. Все отлично. Вот. Отлично моется. Просто вообще великолепно. Так. Get time dilation. Да, столешница меня меньше всего заботит, а вот весь каркас сделать это другое. Ну, это чтобы все это держало, вот эти всякие дверцы, вот это вот вся шляпа. Это да. Это да. Get time dilation. Короче, погнали. Нам надо таймер создать, который будет, в принципе, сам себя делать. Это как... Спросили у БПТ по поводу там Dilation. То есть у нас есть таймер, и он, кстати, сразу виджет. Я здесь прям виджет создам, я не буду его нигде, он прям здесь его создаст. Он ничего до остального не дергал. Get world settings, set time. Get world settings еще должен быть, ты понял, да? То есть get world settings, get time dilation. Вот, get time dilation есть. Дверцы это фасады, их можно и купить любые, а вот распланировать все, где выдвижные ящики и т.д. А потом это все собрать, это еще та проблема. Их можно и купить. Не, ну распланировать. Ну, да это все в комплексе, понимаешь? Это все в комплексе, гемор это. Set time dilation. Подожди, set time dilation. Set global time dilation. Get time dilation просто можно получить. Set time dilation. Вот так вот делать. А потом get world settings. Но мы это запишем. Просто так, чтобы потом time dilation минус 0. Мы хотим по 0,1 и за 2 секунды. Если мы сделаем 0,1, то этот 0,02. Ой, 0,05. 0,05 должно быть. Так вот. Чтобы он, ну, двигался туда. К нулевке. Вот такая вот история. Пока мы себе это оставили. Потом, естественно, вот это мы запишем.
Потому что здесь извольте 2 раза это как бы сильно вот это все пробегаться. Виджет, он должен виджет создать. Des виджет, vdes screen. Мы сейчас его... Мы его сюда, да, делаем. Сюда делаем. Edit. Reprint, return, reveal. Main controller T subclass of UV des screen и screen class. Ну, его еще не существует, естественно. То есть это все. Этого всего не существует. Мы закомментируем, это мы закомментируем, это мы закомментируем. Скопируем. Виджет UV des screen this the screen if то но это закомментировать, естественно, потому что этого еще не существует. Так, все это мы сейчас F7 запустим и посмотрим. Подожди, DeskScreen, здорово, я не хочу отдельный класс создавать именно в плюсах. User widget, user widget. Зачем мне этот? У него-то логики не будет, нафига мне user widget user widget this screen. Единственный момент, что он не знает, что такое user widget. Так, хорошо. Правильно написал create widget. User widget, ну. Что не так? Так, ничего не понял. Давай еще раз. Create widget. Create widget. Вот у тебя он есть, да? И
You user widget, да. Owning object. This. А сюда мы передаем вот этого покемона. You user. Я твою душу любил. Всё, вот. Бычка там просто была. Ну ладно. Так, хорошо. Все, он ее добавит. Здорово, все прекрасно, все чудесно. Надо просто создать виджет, его туда засунуть в контроллер. И на десе у нас будет вот эта часть. Тогда давайте сразу ее напишем. То есть метод desDelation. desDelation. Будет. Хотя подожди, мы же можем через лямбду просто создать все. World Settings, что он там возвращает? World Settings, World Settings. Равно World Settings if. Так, он делаем сразу. Только он в таймере должен быть. Get world. Get timer manager. Set timer. Ля-ля-ля, уже три кота разных. Таймер handle передали, потом передали. Вот точка 1F, true. И тут нужно учесть один моментик, очень важный. Очень важный моментик нужно учесть. Это object counter on main controller. This. Мы передаем его. 1 лягушка, 2 хрустелкин, 3 лысый. Так. If this is valid, return Подожди, а мы вообще вот так вот можем сделать это? Или это будет прям дикая порнография? Смотри. И может надо World откуда-то вытащить, правильно? Вигзис уже все. Я просто думал, чтобы он сам себя очистил, как бы. Но так нет. Так дела не делаются. Так дела не делаются. Так, хорошо. This. Достаем из него этот.
World Settings у нас. Здесь вот time делать он минус 0,5. Все. Есть контакт? Есть контакт. Давайте глянем. Давайте глянем в начале без. Будет там замедляться или нет. И плюс он же должен перекинуть нас. Я не прописал это. Нас бьют, бьют, бьют. Работает отлично. Ну все, мы двигаться не можем. Хотя, ну, кнопки у нас-то юзаются, но мы должны сделать вот тут вот отключить его, чтобы он не юзался. Вот тут вот это, вот тут вот. Также по окончанию этого всего он должен взять и чпок и удалить его. If time. Вот он установил его, здесь проверить. If world settings time dilation меньше либо равен small number, то он из Викзиса должен достать вот эту вот фигню. Подожди. А как мы там запускали его? Что ж, смотрел через этот. Не, подожди. Он делегат наш триггерит. Может, через делегат делал. Он playerdes. playerdes.broadcast. .broadcast из Викзис мы достаем. Вот такая вот штука. Какой метод у нас отключает? Какой метод? Контроллере. Disable input. Disable input. Disable input и все. А что там было? Я пропустил. Файл. Фейлси, беда. Что, мы this можем передать сюда, что ли? This. Лысый запорол все. Ну, вот так вот он, видишь, как он. Да. Так. Underground king still digging. Hood across that line, I'm a landslide. Fast tongue running through a landmine. Clock broke, I don't count sunrise. I just count necks in a black ride. Mirror cracked, I don't see reflection. Just red dots, fame maps, direction. Step in the crib, hit a Создадим run little hard, виджет. but the door just locks. Infinite bite, I don't die, reboot. Hands on your fear, blow fangs in the truth. Said Lord of the sky, I rise with a suit. Nightmare loop, nightmare loop. Underground god of the graveyard rush. Cold in my veins, but the streets still blush. You can try pray, but the prayer gets crushed. Nightmare loop, yeah. Big drip, that's rust, that's plasma. Fast rap, carve tracks in the asthma. Fresh show, you can't match this tempo. I've been time for nights like envelopes.
crack that spine like a glow stick boy. Whole click pale with a slow grin joy. Chain so heavy it drag my sins. Still I move quick through the thick black wind. I don't need wings, I levitate hunger. Basement throne, I conduct that thunder. Every last scream I ringtone custom. Whole damn pit sing, trust them, trust them. Infinite bite, I don't die, I remove. Hands on your fear, both fangs in the truth. Said Lord of the sky, I rise from the soot. Nightmare loop, underground god in the graveyard rush. Cold in my veins, but the streets still flush. You can try pray, but the prayer gets crushed. Nightmare loop, nightmare loop. I don't count days, I count those I close. I don't see faces, just veins and rows. You did? Down in the earth, You I'm did. cold. Now every nightmare leads back to this road. Infinite bite, I'll die, reboot. Hands on your fear, both fangs in the truth. Said Lord in the sky, I rise from the soup. Nightmare loop, underground god in the graveyard rush. Cold in my veins, but the streets still flush. You can try pray, but Или мы тоже ее будем увеличивать? Наверное, будем увеличивать ее. Так, погнали. Диет или не диет? Я не помню. Диет. Что диет? Диет. Да, все правильно. Сомнения нет какие-то. Я думаю, не совсем, то есть до 95 мы ее догоним, то есть чтобы не полностью у нас стало. До 99. Такая бац, пошла. Ее диет, все, диет и диет. Хорошо, и теперь еще добавим текст. Трансформ. Transform. Scale. Сделаем точка 5. Точка 5. Ну, здесь 1. 1,5 сделаем. Один и 2. Ну и по классике все просто. Play animation. Там forward есть play. Play animation. Animation forward. Блин, мне кажется... Ладно. Идем в контроллер наш. Сюда. И где-то тут у нас должен был... This screen. Вот он, красавчик. Все, погнали. Смотрим. Работает, нет? Давай. Мы двигаемся. You died. Все, мы не можем двигаться. Пишет you died. Уровень он не открывает.
Во-первых, 2 секунды. Подожди, мы правильно посчитали? Это вызывается 10 раз, вызывается за секунду. 10 раз. Половину он его отнимет. Она же единичку равна. Все правильно мы посчитали? Давай вот так вот сделаем. Срабатывает ли вот эта часть? Ну с И таким долгим экраном там должен быть не восклицательный знак, а вопросительный. сейчас уменьшим, не переживай. Сейчас все уменьшим. Так. А вот этот товарищ срабатывает вообще? А, мы же сюда его не добавили. Нечего ему открывать. Логично. Логично. Level, он-то пустой у нас тут. Main меню. Поэтому, наверное, не сработало. Давай перезапустим. Ай, 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 ай. Ай-яй-яй. Брейкпоинты не сработали. Ну, есть вероятность, что вот этот засранец, дело в том, что он-то делает его... И он останавливает настолько, что все как бы... Ах, ты мразь. Он же и таймеры, скорее всего, замедляет. Ты понял, да? То есть тут вообще лучше вот так вот сделать какие-нибудь 75. Да что такое? А вот здесь вот сделать 1. Наоборот. Давай еще разочек. Поэтому там замедление идет, потому что он на таймере замедляет. Он его замедлил почти до нуля. И там вот эти вот 0.1, они, короче, все на вечность идут. А как сделать так, чтобы было хорошо тогда? Так, ну вот это все работает, это мы одобряем. Будем делать и он, вот 0.8, хорошо. Ну, вообще здесь срабатывает. Но он, наверное, никогда не отработает. И вот как раз-таки по этой самой причине. То есть нужно ловить его раньше немножко, чем small number. Ладно. Ладно, будем ловить раньше. Хорошо, без вопросов. 0.15, допустим, f. Здесь сделаем... ну да, 0.75, да. Быстрее, чтобы было. Здесь 0.1. Давай посмотрим так.
Вот. Уже совсем другая история, да. Игнор. И вот открытие уровня пошло. Бац. Где мы? Правильно, мы здесь. Бац. Зашли сюда. Ну, этот не успевает сработать, понятное дело. То есть надо чуть-чуть сам таймер сделать чуть-чуть побольше. Все-таки можно и 0.1 сделать. 0.1. Ну, давай попробуем 0.1. Сейчас гоняловым займемся и нормально. Ну, отлично. Все. Блеск. Нажимаем play, выбираем на какую карту. Все, пошла игра и все. Лодинг скрин, конечно, добавить еще. Смотреть, все ли зашли. И спаун. Понятно, ну, понятно, что спаун у нас сейчас просто тестовый, просто начинается. Он там. Но нужно добавлять вот эту вот историю, чтобы лодинг скрин был. И после того, как персонаж загрузится, 1, 2, 3, 10, он, ну, там накинуть сверху 0.1 секунды, может 0.2 секунды, на всякий случай. Может даже 0.5 секунды. Накинуть к загрузочному этому и запускаться. Все. То есть план, в принципе, готов. Так, сейчас это я свернулся тут. Фреймрейт упал. Так, ну есть же. Это он все инпуты забрал у меня. Убивай. О, да, он все инпуты забирает. Хорошо? Хорошо. Значит, наверное, на сегодня мы сейчас закончим. Коротенький сегодня стрим. В общем, планы на завтра это... Условное завтра. Это сделать вот этот вот, чтобы он... лодинг скрин и босс. И босс. Ну, просто класс босса по факту создадим. И... DS2. Есть контакт, полетел. Красавчик. Лодинг скрин и босс. Класс создать. Просто он там должен определенную штуку нам давать при смерти. И он будет подписываться на нее. И он, наверное, будет падать как дроп. Поэтому он просто подписывается. И там отдельная штука, нам, которую надо будет поднять. То есть мы убили босса, и с него дропнулась какая-то вещь. Ну, там, свита какой-нибудь или еще какая-нибудь фигня. Мы ее поднимаем, а это в скилл point нам засчитывается. Мы это записываем. И потом все назначаем, обозначаем. Подходит. Что ж, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На все подряд ссылка в описании. И всем пока.